Австралию можно смело называть страной с самыми длинными заборами. Причиной постройки заборов общей длиной около 9000 километров стала защита от представителей местной фауны. Выглядят они, конечно, куда скромнее Великой Китайской стены, да и сделаны из проволочной крученой сетки с колючей проволокой поверху. Все началось в далеком 1859 году, когда аристократ Мартин Остин выпустил у себя в имении 24 кролика, на которых привык охотиться на родине в Англии. Непрерывно размножаясь, через 70 лет их стало несколько миллиардов. Миллионы, а потом миллиарды кроликов наступали на сельхозугодья со скоростью 130 км в год. За собой они оставляли самую настоящую пустыню, съедая траву до голой земли. Из-за них исчезали леса, массово вымирали местные виды животных и птиц. Жители штата Западной Австралии решили отгородить запад континента забором. Сооружение получило название «Забор номер 1» для защиты от кроликов. В 1907 году был построен забор из металлической проволоки и дерева. Натянутые проволочные нити располагались на расстоянии 10, 50 и 90 сантиметров от земли. Дополнительно в почву устанавливалась сетка на 15-сантиметровую глубину. Позднее это ограждение дополнила колючая проволока метровой высоты. Таким образом, этот забор стал защитой не только от кроликов, но и расплодившихся собак динго и лисиц. Забор от кроликов состоял из 3 участков. Самый длинный забор под названием «Забор номер 1» проходил через всю Западную Австралию с севера на юг. Длина забора составляла 1833 километра. Каждые 32 километра располагались калитки для прохода людей. Были организованы патрули, которые регулярно несли службу сначала на верблюдах и велосипедах, позднее на машинах, объезжая свои участки. Они следили за целостностью забора, зачищали территорию вдоль забора от кустарников и заделывали норы и подкопы, прорытые кроликами. Забор выполнял свои барьерные функции вплоть до 50-х годов XX века. Тогда против кроликов было применено бактериологическое оружие – вирус миксоматоза, который вызывал острое заболевание. Таким образом, было уничтожено около 90% поголовья кроликов. Но к настоящему времени выжившие кролики приобрели иммунитет, и их численность сейчас колеблется в пределах 300 миллионов. Поэтому забор снова становится актуален. К середине XIX века одной из основных отраслей экономики Австралии стало овцеводство. Огромные плодородные равнины оказались идеальным местом для разведения овец. Однако вскоре овечьи стада начали сокращаться из-за диких собак динго. Динго – это вторично одичавшая домашняя собака. Привезенные несколько тысяч лет назад на австралийский материк аборигенами и практически вытеснившие коренных хищных животных, собаки динго единолично хозяйничают на огромных территориях. Фермеры, разводившие овец и выпускавшие на выпас многотысячные стада животных, предоставили для динго легкую и доступную добычу. Их популяция резко пошла вверх. Собак травили и отстреливали, но все эти меры оказались недостаточны. В дозаборную эпоху в год каждое фермерское хозяйство теряло из-за динго 1000 овец. И в 1880 году фермеры решили покончить с проблемой и огородить от диких собак все плодородные равнины на юго-востоке страны. Строительство забора заняло около 4 лет. Сегодня забор против динго – это проволочное заграждение с запирающимися воротами для транспорта через каждые несколько километров и с подсветкой, питающейся от солнечных батарей. Он также выполняет свою функцию и от новой проблемы, причиной которой стали одичалые верблюды. Сегодня их более миллиона. Поедая немногочисленную растительность, они оставляют за собой голую землю, разрушая среду обитания местных диких животных. В поисках воды верблюды разоряют австралийские поселения, разрушая водопроводы и здания. Однако забор вносит свою лепту в уменьшение масштабов проблемы. Кроме того, специальные бригады регулярно осматривают забор в поисках повреждений, кроличьих подкопов и проломленных дикими верблюдами участков. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал, ведь впереди вас ждет много новых и интересных историй. Всем пока!